До поселка оставалось от силы километра 3. За окнами Рено тянулась глухая непроглядная майская ночь, изредка разрываемая фарами встречных машин. В салоне было тепло, пахло лавандовым освежителем и мятными конфетами, которые мама без конца разворачивала, чтобы папа не уснул за рулем. По радио тихо шуршал какой-то ночной эфир. Атмосфера была сонной и безопасной, такой, какая бывает только в конце долгой дороги, когда ты уже почти дома. «Сереж, притормози немного, тут поворот коварный», — негромко сказала мама, всматриваясь в лобовое стекло. «И кладбище сейчас будет, там вечно туман от низины тянет». Папа послушно сбавил скорость. Справа вдоль дороги потянулся старый покосившийся забор, за которым в темноте угадывались черные силуэты крестов и молодых деревьев. Семилетний Денис сидел на заднем сиденье. Сон не шел. Ему было скучно, и он тихо возился в темноте, перебирая свои игрушки. В руке у него был новый металлический брелок-лазер, подарок дедушке. Мальчик задумчиво крутил его, нажимал на фосфорную кнопку и смотрел, как маленькая зеленая точка лениво ползает по обивке потолка, спинкам кресел и лобовому стеклу. Родители этого даже не замечали, увлеченные дорогой. Машина плавно вписалась в поворот, как вдруг мама резко выпрямилась в кресле, упершись ладонями в приборную панель. «Сережа, тормози!» Туман впереди разорвался мгновенно. Огромная черная фура появилась словно из ниоткуда. Без габаритных огней, без фар она летела на полной скорости, подминая под себя ночную дорогу. Папа успел лишь до упора вдавить педаль тормоза, но легкая машина даже не успела остановиться. Многотонный тупой нос фуры на всем ходу врезался в легковушку. Скорости суммировались. Мощнейший удар мгновенно смял капот, превращая двигатель в груду сплющенного лома и вбивая приборную панель внутрь салона. Машину отбросило назад, закрутило и со страшной силой припечатало боком о старый каменный забор кладбища. Завизжали порванные покрышки, раздался дикий оглушительный скрежет рвущегося металла и звон разлетающегося стекла. Дениса, зажатого на заднем сиденье спинками передних кресел, выбросило из реальности. Зеленый брелок вылетел из его рук и закатился куда-то в темноту. А сознание мальчика затопила пустота, пахнущая бензином, гарью и свежей кровью. А потом наступила абсолютная звенящая тишина. Ни звука радио, ни дыхания родителей, только тяжелый, удушливый запах сырой кладбищенской земли, который почему-то пополз в разбитые окна вместе с ночным туманом. Боль ушла мгновенно, словно кто-то щелкнул выключателем. Денис открыл глаза, но не увидел ни разбитого салона машины, ни темноты. Вокруг расстилалась бесконечная марево, густой холодный туман цвета золы. Но в этом месте не было звуков, не было ветра, и даже собственное тело казалось мальчику легким, почти невесомым, как выдох на морозе. Он сделал шаг, и серая взвесь неохотно расступилась. Прямо перед ним из тумана начали проступать очертания. Это были кресты, старые, покосившиеся, оплетенные диким плющом. Денис обернулся. Позади него, едва заметная, угадывалась груда искореженного металла, в которую превратилось их авто. На передних сиденьях неподвижно застыли две темные фигуры. «Мама! Папа!» – позвал Денис. Но его голос прозвучал глухо, без эха, словно вата впитала звук. Фигуры в машине пошевелились, поднялись над машиной. Они уходили куда-то дальше, вглубь тумана, бледнее и растворяясь с каждой секундой. Денис хотел побежать за ними, но ноги словно вросли в ледяную землю. И тут тишину нарушил звук. Сухой, шуршащий. Из низины, со стороны самой старой заброшенной части кладбища, стремительно надвигался туман. До Дениса долетел резкий, невыносимый запах. Так пахнет болотная гниль. Денис хотел закричать, но воздух застыл в груди. Из тумана медленно поднялся силуэт. Это была сгорбленная старуха. Ее лицо представляло собой жуткую маску из глубоких морщин и трупных пятен. Клочья седых спутанных волос свисали на провалившиеся глазницы.
Но самое страшное было внутри глазниц. Там не было глаз, только два тлеющих, едва заметных уголька, в которых полыхала дикая столетняя злоба. Она потянулась к нему, обдавая мертвенным холодом. Внутри ее пустой груди что-то клокотало. Постепенно в голове Дениса голос сложился в слова. «Живой, теплый, мой». Рука ведьмы метнулась к его лицу. Ледяные, жесткие пальцы вонзились в щеки мальчика, заставляя его открыть рот. Денис почувствовал, как чужеродная, склизкая и ледяная сущность, похожая на черный жидкий дым, хлынула в него, заполняя горло, легкие, вытесняя его собственное «я». Она свивалась кольцами внутри его груди, пуская корни в каждую вену, в каждый капилляр его маленького тела. «Ты убил их!» – прошипел внутри него старушечий голос, намертво переплетаясь с его собственными мыслями. «Ты такой же, как я. Теперь мы одно». Денис почувствовал, что растворяется, уступает, засыпает под этим тяжелым гнилым прессом. Черный дым заполнял его без остатка, выжигая последние крупицы воли. Старуха подалась еще ближе, почти касаясь его лица своими провалившимися глазницами, и вдруг дико, оглушительно закричала прямо ему в душу: «Прочь! Убирайся прочь!» Она словно яростно выталкивала, выживала его из собственного тела, требуя освободить место. Денис окончательно терял связь с миром, как вдруг страшный, ослепительный удар. Словно молния прошила все его существо насквозь, заставив взорваться дикой, невыносимой болью. Это реальный мир, в котором медики скорой помощи прижали к его груди утюжки дефибриллятора, изо всех сил пытался вернуть мальчика обратно. От этого бешеного разряда ледяные пальцы ведьмы судорожно разжались. Мальчика с корнем вырвало из серого марева кладбища. Его душа дернулась и пулей влетела назад в изломанную плоть. Реаниматолог в машине скорой выдохнул. Есть пульс, завелся. Лето в поселке Верхние Лужки пахло навозом, пылью и разогретым на солнце шифером. Для 14-летней Киры это был официальный филиал ада на земле. Она сидела на покосившемся деревянном крыльце своего нового дома, подперев подбородок ладонями, и с глухой ненавистью смотрела на экран смартфона. Сети не было. Наверху, где индикатор должен был показывать заветные палочки 4G, уныло горела пустая шкала. Иногда, если залезть на старую яблоню в саду и вытянуть руки к небу, можно было поймать дохлый Е, которого едва хватало, чтобы загрузить текстовое сообщение в мессенджере. Про видео в соцсетях или стримы можно было забыть до конца августа. Ну и глухомань. В 100-й раз за день процедила сквозь зубы Кира, поправляя съехавший наушник. Музыка, слава богу, была скачана заранее. Всего неделю назад умер старый дед Афанасий, живший здесь испокон веков. Его городские дети, недолго думая, выставили дом на продажу за бесценок, и родители Киры, фанаты экологически чистого отдыха, радостно ухватились за этот шанс. В итоге Киру вырвали из привычного круга друзей, решили кондиционера, торговых центров и нормального интернета, заперев в этой глуши на целых 3 месяца. Мимо забора, лениво пережевывая какую-то травину, прошла соседская корова. Чтобы хоть как-то убить время и не сойти с ума от тишины, прерываемой только кудахтаньем кур, Кира решила пройтись до местного магазина, единственного очага цивилизации, где, по слухам, продавалось мороженое. Поселок казался вымершим. Пыльная грунтовая дорога вела мимо одинаковых серых заборов, утопающих в зарослях крапивы и лопухов. Она уже подходила к развилке, когда заметила его. Мальчик сидел на старой, наполовину сгнившей деревянной лодке, застрявшей в траве у пересохшего ручья. На вид ему было лет 12, худой, бледный, в чистой, но явно полинявшей от частых стирок футболке. Что-то в его позе было странным, неестественным для ребенка. Он не играл в телефоне, не ковырял палкой землю, не кидал камни. Он просто сидел, слишком прямо, слишком неподвижно.
Его взгляд был намертво прикован к качающимся от легкого ветра верхушкам деревьев на горизонте. Она поравнялась с лодкой. Мальчик даже не повернул голову на хруст гравия под ее кроссовками. Его бледный профиль выглядел как застывшая гипсовая маска. «Эй, привет!» – негромко позвала Кира, остановившись. Мальчик не ответил. Он медленно, очень медленно повернул к ней голову. Его глаза были абсолютно темными, глубокими и какими-то уставшими. Не такими, какими должны быть глаза ребенка посреди летних каникул. Он посмотрел на нее снизу вверх, но на его лице не отразилось ни удивления, ни интереса. Губы оставались плотно сжатыми. «Ты местный?» – спросила Кира, чувствуя себя немного глупо. «Я Кира. Мы в дом Афанасия въехали. А тебя как зовут?» Мальчик продолжал молчать. Он просто смотрел на нее в упор, словно сквозь нее. И Кире на секунду показалось, что от этой старой лодки повеяло странным, совсем не летним холодком. Мальчик так ничего и не ответил. Он просто отвел от нее пустой, тяжелый взгляд и снова уставился на верхушки деревьев. Кира постояла еще пару секунд, переминаясь с ноги на ногу, и фыркнула. «Ну и ладно, больно надо». И зашагала дальше к магазину. Странный пацан, не мой, что ли? Разгадка нарисовалась в тот же вечер, за ужином. Мама разливала чай с чабрецом, а папа, блаженно вытянув уставшие после ремонта ноги, листал местную газету объявлений. «Мам, а тут на развилке у ручья пацан какой-то странный сидит на лодке». Как бы, между прочим, заметила Кира, ковыряя ложкой варенье. Бледный такой, молчит, как партизан. Я с ним поздоровалась, а он даже имя не назвал. Дикий какой-то. Мама замерла с чайником в руках. Лицо ее сразу посерьезнело. Она со вздохом опустила чайник на клеенку и присела за стол. «А это Дениска, наверное», – тихо сказала она, переглянувшись с отцом. «Дочка тети Вали, продавщица из сельпо, мне про него рассказывала. Ты, Кир, не обижайся на него, не приставай особо. Мальчик страшную трагедию пережил». «Какую?» Кира сразу подвинулась ближе. Любые сплетни в этой глуши были на вес золота. 5 лет назад это было. Они с родителями сюда на выходные ехали к бабушке с дедушкой. И прямо на подъезде к поселку ночью в них фура встречная влетела. На полной скорости. Родители сразу насмерть. А Дениска на заднем сиденье был, выжил. Рассказывали, что у него даже сердце останавливалось, еле откачали. Бабушка с дедушкой его к себе забрали, выходили. Но парень с тех пор ни слова не вымолвил вообще. Замкнулся в себе, из дома почти не выходит. Только вот на этой лодке сидит часами. Врачи говорят, это тяжелый шок, психологическая травма. Кира притихла. Экран телефона, на котором она по привычке пыталась обновить несуществующую ленту новостей, погас. Ей стало немного стыдно за свое дневное раздражение. Потерять родителей в 7 лет, да еще и оказаться запертым в безмолвной ловушке собственного ума, такое даже врагу не пожелаешь. Следующие 3 дня Кира честно пыталась занять себя сама. Она перечитала старый детектив, найденный на чердаке деда Афанасия, обошла поселок вдоль и поперек и даже попробовала загорать на местном пруду, но ее быстро прогнали злые слепни. Одиночество давило на мозги. Зумерская душа требовала хоть какого-то живого общения. И на 4-й день ноги сами привели ее к пересохшему ручью. Денис сидел на той же лодке. Казалось, он вообще не уходил отсюда все эти дни. Кира решительно подошла, запрыгнула на противоположный борт, лицом к мальчику, и поджала под себя ноги. «Привет еще раз», — сказала она уже без прежней дерзости, мягко. «Я знаю, что тебя зовут Денис. Мне мама рассказала. Про аварию. Мне жаль». Денис вздрогнул. Его тонкие пальцы судорожно впились в серую, потрескавшуюся древесину лодки. Он медленно поднял на нее глаза. На этот раз в них не было пустоты. В них промелькнул самый настоящий живой страх. Он словно умолял ее уйти. Но Кира этого не поняла. «Знаешь, мне тут тоже не сладко», — вздохнула она, глядя на свои кеды. «Меня предки сюда насильно притащили. Интернета нет, друзья все в городе, на тусовках.
а я тут с коровами кукую. С ума сойти можно. Так что я буду приходить к тебе и просто разговаривать, ладно? Ты можешь не отвечать, просто слушай. А то я скоро сама с собой говорить начну». Денис ничего не сделал. Не кивнул, не моргнул, но и не ушел. Так началось их странное лето. Прошло 2 недели. Для Киры они слились в один бесконечный сонный дачный полдень. Но этот полдень больше не был одиноким. Она сдержала слово, приходила к старой лодке каждый день. Сначала просто сидела напротив и взахлеб пересказывала Денису сюжеты любимых сериалов, жаловалась на маму, которая заставляла ее полоть проклятую клубнику, или зачитывала вслух скачанные еще в городе мемы. Денис слушал. Он сидел неподвижно, но Кира замечала, как его взгляд неотрывно следовал за ее жестикулирующими руками. Иногда ей казалось, что уголки его губ едва заметно дергались, пытаясь изобразить улыбку. Постепенно они начали ходить вместе. Точнее, Кира шла впереди, пиная придорожные камни, а Денис бесшумной тенью следовал за ней, на расстоянии пары шагов. Они бродили вдоль бескрайних полей подсолнухов, доходили до старой заброшенной силосной башни и спускались к реке. Но чем ближе они становились, тем сильнее Киру пугали его странности. Они накатывали внезапно, ломая мирную тишину летнего дня. Первый раз это случилось у реки. Кира сидела на поваленном стволе и болтала ногами в прохладной воде, рассказывая какую-то глупость. Денис стоял чуть позади. Вдруг он резко, со свистом втянул в себя воздух. Кира обернулась и похолодела. Мальчик стоял, вытянув руки по швам. Его голова была неестественно закинута назад, а челюсть дрожала. «Денис, ты чего?» – испуганно позвала она. «Не трогай меня!» Вдруг истошно, не своим каким-то надрывным голосом закричал Денис, глядя куда-то в пустоту над головой Киры. «Не надо!» Он сорвался с места так резко, словно его стегнули кнутом, и с треском ломающихся кустов улетел в сторону леса. Кира тогда полночи не спала, прокручивая в голове его крик. А через 3 дня случилась вторая странность. Они сидели на бревне у старой водокачки. Кира протянула ему половину мятной конфеты. Денис взял ее, но в рот не донес, его рука застыла на полпути. Он уставился в одну точку на пыльной дороге. Кира помахала ладонью перед его лицом, 0 реакции. Его зрачки были расширены, а дыхание стало таким редким, будто он умирал. Это длилось минуты 3, после чего Денис глубоко вздохнул, моргнул, и на его лбу выступил крупный град пота. Он посмотрел на конфету в своей руке с таким отвращением, словно это был дохлый жук, и отшвырнул ее в траву. Но самое жуткое произошло в конце июня, когда они гуляли у песчаного карьера. Кира сидела на краю обрыва, подставив лицо закатному солнцу. Денис возился внизу, на дне карьера, где был чистый и влажный после вчерашнего дождя песок. Кира лениво приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть, чем он занят, и наткнулась на его взгляд. Денис стоял внизу и смотрел прямо на нее, настойчиво. Он звал ее взглядом. Кира поднялась, отряхнула джинсы и спустилась по осыпающемуся склону вниз. Денис отступил на пару шагов назад, указывая пальцем на землю у своих ног. На гладком, влажном песке ровными печатными буквами было выведено: «Помоги мне». Кира удивленно подняла брови. «Денис, как я могу помочь? Тебе больно? Что-то с бабушкой?» Мальчик судорожно мотнул головой. Он быстро зашагал взад-вперед, стирая ногами первую надпись, а затем упал на колени и стал лихорадочно писать новые слова. Кира вглядывалась в буквы, которые он выводил с такой яростью, будто от этого зависела его жизнь. «Она во мне». «Кто она?» – нахмурилась Кира, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. «Денис, я не понимаю. Какая она? Твоя болезнь? Травма?» Мальчик замер. Его плечи мелко задрожали. Он медленно поднял голову, и Кира отшатнулась. Его лицо исказило жуткое, абсолютно не детское,
торжествующая ухмылка. Горький давящий холод окутал их двоих посреди душного летнего вечера. Но уже через секунду Денис зажмурился. Ухмылка исчезла, он хватился за голову, беззвучно разевая рот в крике. Вскочил и снова убежал, оставив Киру одну посреди темнеющего карьера. Она стояла и смотрела на буквы на песке, которые уже начал заносить сухой ветер. Ей было страшно, но бросить Дениса теперь, когда он впервые попросил о помощи, она уже не могла. К началу июля лето сломалось. Жара сменилась бесконечной чередой тяжелых свинцовых гроз. Небо над верхними лужками теперь почти всегда было затянуто низкими брюхатыми тучами, из которых по нескольку раз в день на землю обрушивались яростные холодные ливни. Поселок моментально раскис. Пыльные дороги превратились в серое месиво из грязи, а из низины, где за забором из дикого камня пряталось кладбище, потянулся плотный холодный туман. Он больше не таял к утру, а лениво переползал через огороды, путаясь в зарослях мокрой малины. Кира сидела в своей комнате. Старый дом деда Афанасия в такую погоду казался особенно мрачным. Половицы поскрипывали от сырости, а по стеклам монотонно хлестал очередной ливень. От скуки и подступающей тревоги Кира подошла к окну, всматриваясь в размытый серый пейзаж за стеклом. Она опустила взгляд на подоконник, потом чуть ниже, на крыльцо. И сердце ее совершило бешеный кувырок, а в горле застрял крик. Там, прямо за окном, под проливным дождем стоял Денис. Капюшон его куртки был сброшен, мокрые волосы облепили бледный лоб. Он стоял пугающе ровно, вытянувшись по струнке, и смотрел прямо внутрь комнаты, сквозь стекло, не моргая. Его руки были спрятаны за спиной. С трудом заставив себя дышать, Кира бросилась в коридор, накинула куртку и толкнула тяжелую входную дверь. «Денис, ты с ума сошел? Ты чего под ливнем стоишь? Заходи в дом!» Испуганно закричала она. Мальчик не шелохнулся. Он продолжал стоять неестественно прямо, глядя на нее в упор. Затем он медленно, словно сломанный автомат, вытянул руку из-за спины и протянул ей букет. Кира невольно улыбнулась. Первая мысль была чистой, девчачьей. Он пришел проведать ее в дождь и принес цветы. Она сделала шаг вперед и взяла букет. «Спасибо, они очень...» Слова застряли у нее в горле. Улыбка мгновенно сползла с ее лица, сменившись брезгливым отвращением. Несколько крупных фиолетовых кладбищенских фиалок были туго перевязаны грязной потрескавшейся лентой из черного пластика. Стебли густо облеплены тяжелой жирной черной землей, которая тут же начала стекать по пальцам Киры вместе с дождевой водой. Из глубины букета остро, удушливо пахло сырым подвалом и могильной гнилью. Это были цветы с чьей-то свежей могилы. Кира в ужасе подняла взгляд на Дениса. Мальчик улыбался, но это была не его улыбка. Губы были растянуты слишком широко, обнажая зубы, а в глазах не было ни капли тепла, только ледяная, торжествующая столетняя злоба. Лицо ребенка выглядело как чужая наспех натянутая маска, из-под которой на Киру смотрело нечто древнее и злое. «Денис!» – прошептала Кира, пятясь к двери. Букет выпал из ее онемевших пальцев в грязь. В ту же секунду мертвая ухмылка резко исчезла с лица мальчика. Его тело сильно вздрогнуло, словно от удара током. Глаза Дениса расширились, и в них на мгновение вернулся его собственный детский, смертельно испуганный взгляд. Он посмотрел на свои пустые ладони, затем на Киру, беззвучно открыл рот, будто хотел что-то крикнуть, но тут же сорвался с места и бросился прочь со двора, растворяясь в серой пелене ливня. Дождь наконец-то утих, сменившись унылой серой моросью. Воздух в поселке был настолько влажным, что казалось, его можно пить. Кира шла по раскисшей дороге, зябко кутаясь в куртку. Вчерашний кошмар на крыльце до сих пор стоял у нее перед глазами. Это восковая мертвая ухмылка Дениса и грязные фиалки с черной лентой. Ей было до безумия страшно, но еще сильнее внутри нее ворочалось любопытство и какая-то упрямая жалость. Она не могла просто так все оставить.
На развилке у магазина она столкнулась с бабой Марией, соседкой, которая вечно возилась у своего полисадника. Старуха в резиновых галошах и накинутом на плечи старом дождевике как раз выливала воду из пластикового ведра. «Баб Маш, здравствуйте!» – окликнула ее Кира, подойдя ближе. «Вы Дениса сегодня не видели? Который у ручья живет?» Старуха резко замерла. Она медленно повернулась и хмуро из-под лобья посмотрела на Киру. На ее лице проступило странное выражение, смесь брезгливости и суеверного страха. «А тебе зачем этот нехрист?» – буркнула она, недовольно поджав губы. «И слушать меня не стала, когда я твоей матери говорила. Не пускай девку к нему. Обходи его стороной, Кирка. Дурное в нем сидит, черное». Кира почувствовала, как внутри все сжалось от нехорошего ощущения, но отступать не хотелось. «Что значит дурное? Он просто больной, у него шок после аварии». «Ага, шок, как же!» Зло сплюнула в грязь баба Мария и сделала шаг ближе к забору, понизив голос до сиплого шепота. «Шок у него, видишь ли. А пакости он какие втихомолку творит, знаешь? Вещи ворует. Деду известь в колодец насыпал прошлой осенью. А уж живое как мучает. Я точно знаю, это он мою Нюру убил, кошку мою Нюрку. Нашли за старой водокачкой в петле. Повесил, подлец, и ладошкой по морде гладил, когда она уже околела. Люди видели. Беги ты от него, девка, до добра это не доведет». По спине Киры пробежали крупные ледяные мурашки. Образ бледного, тихого мальчика в ее голове со скрежетом раскололся, обнажив что-то по-настоящему уродливое. Повесил кошку. Зачем? Она пробормотала что-то невнятное, развернулась и пошла дальше по дороге. В ушах звенело. Ей хотелось вернуться домой, закрыться в комнате и никогда больше не смотреть в сторону пересохшего ручья. Но ноги сами, словно против ее воли, вели по привычному маршруту. В итоге она вышла к лодке. Денис сидел там. На этот раз он не смотрел на деревья. Он сидел, сжавшись в комок, обняв руками колени и спрятав в них лицо. Мокрая куртка потемнела от влаги. Услышав шаги, он медленно поднял голову. Под глазами залегли черные тени, губы посинели. В его взгляде сейчас не было никакой ухмылки, только бесконечная смертельная усталость. Кира остановилась в 3 шагах от лодки. Руки в карманах куртки дрожали. «Ты зачем это сделал?» Тихо, с трудом сглатывая ком в горле, спросила она. «Вчера эти цветы с кладбища. Зачем ты принес их мне?» Денис посмотрел на нее. Его губы задрожали, он судорожно глотнул влажный воздух и вдруг произнес, хрипло, едва слышно, словно его голосовые связки заржавели за 5 лет молчания. «Это не я». Кира замерла. Голос мальчика прозвучал так искренне и с такой мукой, что ее страх на секунду отступил. Она сделала шаг вперед, сокращая дистанцию. «А кто Денис? Кто тогда?» Денис ничего не ответил. Он снова опустил голову на колени, пряча лицо, словно этот вопрос причинял ему физическую боль. Кира поняла, что если продолжит давить, он просто закроется в себе или снова сбежит. Она шумно выдохнула, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, и перевела разговор на что-то более человеческое. На то, что связывало его с нормальным прошлым. «Ты помнишь своих родителей?» — спросила она гораздо мягче. Денис медленно поднял голову. В его темных глазах на секунду промелькнул теплый живой отблеск. Он едва заметно, но уверенно кивнул. «У тебя есть их фото?» Кира сделала еще шаг, ближе к лодке. «Ну, дома. Покажешь мне? Я бы очень хотела посмотреть, какими они были». «Есть», — раздался его тихий и надтреснутый голос. «Только одно». Денис поднялся со старой лодки. Он выглядел бледным, но в его движениях появилась какая-то решимость. Мальчик посмотрел на Киру, а затем сделал приглашающий жест рукой, маня ее за собой, туда, где дорога уходила в низину. Кира беспрекословно подчинилась и пошла за ним. Они шли молча. Морось постепенно прекратилась, но туман сгустился еще сильнее, превращая деревья по обочинам в размытые серые призраки. Дорога упиралась прямо в старый забор из дикого камня.
Местное кладбище встретило их звенящей, тяжелой тишиной. Земля здесь была совсем размокшей. Резиновые сапоги глубоко увязали в грязи. Денис уверенно вел ее мимо железных крестов и свежих венков, пока не остановился у двойного надгробия из черного гранита. На плите были выбиты 2 имени и одна общая дата смерти. Та самая. 5 лет назад. С овального портрета, закрепленного прямо по центру, на Киру смотрели двое. Красивый улыбающийся мужчина и молодая женщина с точно такими же, как у Дениса, добрыми глазами. Они выглядели такими счастливыми и живыми, что Кире на мгновение стало трудно дышать. «Остальные бабушка сожгла», — тихо, почти шепотом объяснил Денис, глядя на портрет. «С горя. Ей слишком больно смотреть». Кира стояла рядом, чувствуя, как по щекам, смешиваясь с каплями сырого тумана, ползут слезы. Вот она, та самая тайна, которая сломала жизнь этому мальчику. Кира всматривалась в лица его родителей, и она еще не знала, что прямо за их ухоженной могилой, в глубине старых кладбищенских зарослей, прячется еще одно надгробие. То самое, к которому их привел этот туман. Кира долго смотрела на счастливые лица на гранитном овале. Было странно и дико осознавать, что этот мокрый, серый мир вокруг продолжает существовать, когда для людей на фото все закончилось в 1 секунду 5 лет назад. Пытаясь справиться с подступившим к горлу комком, Кира отвела глаза от надгробия и начала всматриваться в глубину кладбища. Туман между деревьями на мгновение расступился, и ее взгляд невольно зацепился за что-то странное далеко впереди, у самой кромки леса. Там, в низине, куда деревенские уже давно никого не хоронили, среди диких зарослей крапивы и колючего кустарника виднелся старый крест. Он не был похож на остальные. Сделанный из толстого дубового бревна, почерневший от времени и влаги, он стоял под каким-то неестественным углом, словно пытался завалиться на бок. Перекладина креста была обмотана сухими мертвыми плетями вьюна. От этого одинокого захоронения, скрытого в тени старых вязов, веяло таким глухим леденящим одиночеством, что Кира невольно зябко потянула воротник куртки вверх. «Денис, а там кто лежит?» – тихо спросила она, указывая пальцем в сторону леса. «Почему так далеко от всех?» Денис медленно повернулся в ту сторону. Как только его взгляд упал на почерневший крест, мальчика резко передернуло. Кожа на его лице натянулась, став землисто-бледной, а пальцы рук судорожно сжались в кулаки. Он не произнес ни слова, но Кира увидела, как в его глазах снова заплескался тот самый запредельный, несдерживаемый ужас. Парень попятился назад от могилы родителей, не сводя глаз с дальнего креста, словно боялся, что если моргнет, оттуда что-то двинется ему навстречу. «Ладно, ладно, пойдем отсюда», – испугавшись его реакции, зашептала Кира, хватая Дениса за мокрый рукав. «Пойдем, Денис». Они почти бегом покинули кладбище. По дороге назад Денис постепенно пришел в себя, но оставался бледным и шел, опустив голову. Кира проводила его до самого дома. У ворот их встретил дедушка Дениса, высокий, сгорбленный старик в засаленной штормовке. Увидев внука рядом с Кирой, он заметно повеселел. За последние дни старики явно заметили, что Денис, благодаря Кире, начал хоть немного возвращаться к жизни. «О, Кирочка, а мы как раз ужинать садимся. Мать пирог с капустой из печи достала», – прогудел дед сиплым доброжелательным басом. «Заходи, заходи, посидишь с нами. Чаю горячего попьешь, а то вымокли совсем на этой сырости». Кира посмотрела на Дениса. Тот едва заметно кивнул, словно прося ее не уходить. Голод и любопытство взяли верх. «Спасибо, с удовольствием», – улыбнулась Кира и перешагнула порог старого дома. Внутри пахло тестом, сушеными травами и теплом от натопленной печи. Бабушка Дениса, суетливая маленькая женщина в платке, усадила гостей за большой стол и сразу нарезала огромные куски пирога. Денис тихо сидел на своем краю, медленно пережевывая еду и глядя в тарелку. Кира вела себя вежливо, хвалила пирог, но старый почерневший крест в тумане не шел у нее из головы. Дождавшись, пока дедушка допьет первую кружку чая, она решила невзначай, как бы из детского любопытства, задать вопрос. «Знаете, а вот мы сегодня гуляли,
И я на кладбище у самого леса крест видела. Старый такой. А почему она так далеко от остальных стоит, могила? Там какая-то важная шишка похоронена. В комнате мгновенно повисла тяжелая тишина. Бабушка, собиравшаяся подлить Кире заварки, так и застыла с чайником в руках. Улыбка сошла с ее лица. Дедушка тяжело вздохнул, опустил кружку на стол и хмуро посмотрел на окно, за которым снова начинал накрапывать дождь. «Не нужно тебе про это знать, дочка», — нехотя глухим голосом произнесла бабушка, садясь на табурет. «Дурное это место, и покойник там дурной». «А что там случилось?» — спросила Кира, чувствуя, как внутри все замерло от предвкушения разгадки. Бабушка нерешительно переглянулась с дедом, словно решая, стоит ли рассказывать городской девочке деревенские ужасы, но потом все же заговорила. Она вздохнула, разгладила ладонями фартук и опустила глаза на скатерть. Денис за столом замер, даже перестал жевать и уставился в одну точку перед собой. «Легенда — это старая, Кирочка», — тихо начала бабушка, и ее голос в тишине дома зазвучал как-то по-особенному мрачно. «Еще в послевоенное время все случилось, когда разруха кругом была. Пришла к нам в поселок женщина. Откуда — бог весть. Своя хата у нее сгорела. Видно, она вот вырыла себе землянку в лесу, прямо за кладбищем. Жизнь у нее тяжелая была. Ни с кем из селян она не зналась. И на всех из-под лобья смотрела волком. Под нос себе что-то бормотала. Ну, наши ее сторониться начали, ведьмой прозвали. Шептались, что она пакости людям делает, скотину чужую портит, урожай сглазить может. Старушка прервалась, плеснула себе в кружку немного остывшей воды и сделала глоток. А потом, через года 2 после войны, пришла в село беда, эпидемия. Продолжила она, понизив голос до шепота. Болезнь черная, лютая, детей косила одного за другим. Лекарств нет, врачей нет. Селяне в панике, в слезах, ну и сочли ее виноватой ведьмой, то есть землянки. Мол, это она на поселок мор напустила. Был у нас тогда местный охотник Егор. Мужик крепкий, не глупый, но горе его сломало, дочка у него единственная, от той болезни прямо у него на руках сгорела. И вот он, похоронив дитя, напился с горя, взял свое ружье и пошел в лес. Кира, боясь пошевелиться, ловила каждое слово. Пришел к землянке и прям с порога застрелил старуху. В упор. Бабушка покачала головой. А селяне следом прибежали и землянку ее сожгли дотла вместе с телом. Думали, так зло истребят. Егора-то потом, конечно, судили, в тюрьму посадили. Только срок он свой не досидел. Повесился в камере через год. Стало быть, отомстила ему ведьма с того света. А кости ее, что от пожарища остались, кое-как прикопали там на краю кладбища под дубовым крестом. Ну, чтоб к честным людям не класть. Так эта могила там и стоит. И крест этот чернеет. Старики говорят, душа ее так в землю и не ушла, и летает где-то в низине, злится на весь мир. Бабушка замолчала, перекрестилась на угол с иконами и тяжело поднялась, чтобы убрать посуду. У Киры по коже пробежал настоящий мороз. История из прошлого оказалась куда страшнее, чем она ожидала. Она посмотрела на Дениса. Тот сидел белый, как полотно. Его пальцы так сильно сжимали край стола, что ногти посинели. А в глазах застыло что-то такое, от чего Кире захотелось немедленно встать и уйти из этого дома. Ужин закончился в гнетущем молчании. Кира вежливо поблагодарила хозяев и пошла к выходу. Денис бесшумно двинулся за ней, проводить до калитки. На улице уже окончательно стемнело. Дождь перестал, но туман поднялся от земли до самых крыш, превращая поселок в жуткий лабиринт. Они дошли до калитки. Кира повернулась к мальчику. «Денис, страшная история. Ты поэтому так испугался того креста?» Денис посмотрел на нее, и вдруг его лицо снова начало стремительно меняться. Губы задрожали, натягиваясь в ту самую мертвую, неестественную улыбку, которую Кира видела под ливнем. Но из глаз в этот момент брызнули самые настоящие, горькие слезы. Это было жуткое зрелище. Парень беззвучно плакал, но его рот улыбался чужой злой ухмылкой. Он резко схватил Киру за руку.
Его ладонь была ледяной, как ноябрьский лед. «Она во мне!» — сквозь зубы, задыхаясь, прохрипел Денис. Это был его голос, но в нем отчетливо слышался дребезжащий старушечий надрыв. «Это я, Нюрку. Это я ее в петлю, она заставила. Она радовалась внутри меня, и я тоже тогда радовался. А сейчас тошно». Он отпустил ее руку, упал на колени прямо в придорожную грязь и обхватил голову руками, тихо скуля. «Она хочет, чтобы я сжег село». Кира стояла над ним в полной темноте, окруженная глухим деревенским туманом. В ее голове наконец-то сложился этот жуткий пазл. 5 лет назад Денис попал в аварию прямо у этого кладбища. Его сердце остановилось. Клиническая смерть. И в те несколько минут, пока его душа блуждала в тумане, злая душа сожженной ведьмы успела юркнуть в его остывающее тело. Но врачи вернули мальчика к жизни, и теперь они заперты там вдвоем. 5 лет ребенок ведет эту страшную невидимую войну, а ведьма медленно по капле ломает его, заставляя творить зло. Весь следующий день небо напоминало грязную, набухшую от сырости губку. Морось то утихала, то принималась с новой силой, вбивая остатки тепла в раскисшую землю. Кира не находила себе места. Слова Дениса «Она радовалась внутри меня, и я радовался» звучали в ее голове набатом. Ей было до ужаса страшно, но она понимала, если она сейчас сбежит, ведьма окончательно сожрет этого мальчика. Ближе к вечеру она не выдержала и пошла к старой лодке. Дениса там не было. Какая-то неведомая сила, потянув за невидимую ниточку, заставила Киру повернуть в сторону низины. Туда, где за забором из дикого камня прятались кресты. На кладбище туман стоял стеной, густой, пахнущий прелой травой и мокрым гранитом. Кира шла, едва различая дорогу, пока не увидела 2 фигуры у двойного надгробия родителей Дениса. Сам Денис стоял, опустив голову, а перед ним, тяжело опираясь на палку, высилась баба Мария, та самая соседка, чью кошку он убил. Старуха что-то выговаривала мальчику, качая головой, но когда из тумана вывернула Кира, она осеклась. «О, еще одна пришла», — сипло проворчала баба Мария, переводя взгляд с Дениса на Киру. «Все ходите тут, высматриваете. А я вот пришла к своим, а этот опять здесь стоит, как привязанный». «Баб Маш», — тихо, но твердо сказала Кира, подходя ближе и заслоняя Дениса собой. «Он не виноват. Это не он с вашей кошкой. Это все она. Ведьма из землянки». Старуха замерла. Ее лицо, покрытое сеткой глубоких морщин, вдруг как-то странно обмякло. Она посмотрела на чернеющий вдали у кромки леса дубовый крест, потом снова на Дениса. «Ведьма, значит». Тихо, совсем без прежней злости проговорила баба Мария. «Значит, помнят еще люди. А ведь мой дед, тот самый охотник Егор, перед тем, как в камере в петлю залезть, записку передал. Нам, семье. Он писал, что ведьма в землю не уйдет, что она караулить будет, ждать того, в ком злоба или вина черная поселится». Старуха повернулась к Денису, и в ее глазах мелькнула горькая догадка. «И в тебя, парень, она не просто так залезла. Она зацепилась за что-то внутри тебя. За грех, который ты в себе носишь. Пока ты сам за себя за этот грех казнишь, ты для нее как открытая дверь. Прощай, девка, нечисто тут». Баба Мария повернулась и, шаркая сапогами по грязи, медленно растворилась в сером мареве, оставив их вдвоем. Слова старухи упали на Дениса, как раскаленные угли. Атмосфера вокруг резко изменилась. Туман вокруг них начал стремительно чернеть и сгущаться, закручиваясь в ледяные вихри. Из глубины кладбища со стороны леса пополз удушливый и едкий запах гари. Запах старого пожарища, ворвавшийся в сырой июльский воздух. Кира сделала шаг назад, когда из горла мальчика раздался тихий свистящий шепот. Этот звук шел откуда-то из самой глубины его груди. Голос Дениса стал неузнаваемым, плоским, бесцветным, лишенным каких-либо человеческих интонаций. А на концах фраз
Он двоился жутким дребезжащим старушачьим шипением. «Я убил их 5 лет назад в машине. У меня был лазер, зеленый лазер, дедушкин подарок. Мне было скучно на заднем сиденье. Я светил по салону и случайно попал папе прямо в глаза через зеркало заднего вида. Папа ослеп на секунду, закричал, зажмурился и дернул руль. Из-за меня. Из-за меня мы вылетели навстречу под ту фуру. Это я убил маму и папу. Кира, я заслужил это. Я заслужил стать пеплом, как она». Тайное наконец-то стало явным. Последний козырь, который Денис прятал на самом дне своей истерзанной души, был выброшен наружу. Настоящая причина, почему ведьма смогла войти в него 5 лет назад и почему он беспрекословно терпел ее приказы. Он считал себя убийцей. Он думал, что заслужил это проклятие. Кира сильнее сжала его ледяные ладони. Из ее глаз тоже текли слезы, но голос звучал твердо и громко, разрезая зловещую тишину кладбища. «Денис, послушай меня, посмотри на меня!» Она силой заставила его поднять голову и посмотреть на гранитный овал портрета родителей. «Тебе было 7 лет, слышишь? 7! Это был несчастный случай. Ты просто ребенок, ты не хотел этого, но посмотри на них, они любят тебя. Они никогда в жизни не обвинили бы тебя в этой аварии. Ты не убийца, Денис, ты ни в чем не виноват, слышишь? Прости себя, отпусти их». Денис сквозь слезы уставился на портрет мамы и папы. И туман перед его глазами словно рассеялся. Лица на фото больше не казались ему обвиняющими или строгими. Они смотрели на него из своего далекого майского прошлого, с той самой бесконечной, теплой родительской любовью, которую никто не мог у него отнять. В этот момент внутри Дениса что-то с треском сломалось. Фундамент из вины и боли, на котором 5 лет восседала ведьма, рухнул. Он смотрел на портрет родителей. «Я не виноват», – прошептал мальчик. Денис резко упал на колени перед могилой родителей. Его тело не билось в конвульсиях, напротив, оно неестественно обмякло, словно кости внутри превратились в тряпки. Он медленно опустил голову, уткнувшись лбом в мокрый холодный гранит надгробия. После этих слов голос ведьмы внутри его головы страшно заскрипел. Нечеловеческими звуками. Пространство вокруг них будто разорвалось от этого потустороннего яростного скрежета. После этих слов голос ведьмы страшно заскрипел, разрывая пространство. Сущность дико грязно выругалась, выплевывая проклятие, но ее былая сила испарилась. В низине раздался сухой оглушительный треск. Старый дубовый крест ведьмы раскололся ровно посередине и рухнул в грязь. Кира в панике отскочила. Она трясла Дениса за плечи, но он не реагировал, оставаясь пугающе бледным. Все кончилось в больничной палате районного центра. В окно лился мягкий, по-настоящему теплый августовский свет. За стеклом шумели зеленые кроны деревьев, и не было ни намека на тот удушливый июльский туман. Денис лежал на чистых белых простынях. Он спал 3 дня, и врачи лишь разводили руками, списывая все на глубокое истощение и запоздалый выход из многолетнего психосоматического шока. Но сейчас его лицо было спокойным. Черные тени вокруг глаз исчезли, а дыхание было ровным и легким. Кира тихо вошла в палату. В руках она держала простой, скромный букет обычных белых ромашек, свежих, пахнущих солнцем. Она осторожно поставила букет в стеклянную банку на тумбочке у кровати. От этого шороха Денис зашевелился и медленно открыл глаза. Его взгляд был чистым, ясным и абсолютно живым. Он посмотрел на ромашки, потом перевел взгляд на Киру. На его губах появилась слабая, но самая настоящая, его собственная человеческая улыбка. «Привет», — сказал он. Его голос больше не двоился, не хрипел, не шелестел. Это был обычный звонкий голос 12-летнего мальчишки. «Привет», — улыбнулась в ответ Кира, чувствуя, как с души свалился огромный неподъемный камень. «Ну как ты?» Денис глубоко вздохнул, прислушиваясь к чему-то внутри собственной головы, а затем тихо, с облегчением, ответил. «Я один. Спасибо тебе».
Кира села на край кровати, и они впервые за все лето просто и легко засмеялись. Поворот, на котором 5 лет назад сломалась его жизнь, остался позади. Впереди было нормальное, чистое будущее.